Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Пресс-служба комитета сообщает печальное известие о семье Аллы Пугачевой. Сегодня утром в стране Кипр в городе Лимассол прошел глобальный медицинский консилиум, в котором участвовали известнейшие медицинские светила со всего мира. Лучшие врачи мира, которые принимали участие в лечении дочери Аллы Пугачевой, обсуждали важнейшую проблему, что стало причиной неудачи неэффективного лечения Елизаветы Галкиной, которое привело к трагическим результатам. 40 известных медиков, среди которых было 12 академиков и врачей разных категорий, после трехчасового обсуждения установили главную причину. Как посчитали медицинские светила, к трагедии привела несвоевременное обращение Аллы Пугачевой за медицинской помощью по отношению к своей дочери. В частности, как заявил известный российский академик, уважаемый врач спецоперации, который спас немало человеческих жизней, Виталий Агеев, если бы Алла Борисовна Пугачева своевременно обратилась за помощью хотя бы на неделю раньше, то таких трагических ситуаций можно было избежать. На медицинском консилиуме присутствовали и некоторые представители семьи Аллы Пугачевой. Это певица Кристина Орбакайте и сама Алла Борисовна, которая во время выступления еле сдерживала слезы и слушала медиков. Зрители со стажем могут помнить чрезвычайную историю в семье Аллы Пугачевой, которая произошла еще в конце 2024 года. На дочь Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина, Елизавету Галкину, которая посещала на Кипре секцию спортивной гимнастики, было совершено нападение. В нем были задействованы давний знакомый Аллы Пугачевой музыкальный директор и спортивный тренер по фитнесу. Как стало известно позже, цель нападения – это крупный финансовый долг, который имела Алла Пугачева перед своим музыкальным директором. Он составлял $3 миллиона. Вскоре Елизавету Галкину нашли, но, к сожалению, преступники нанесли дочери Аллы Пугачевой сильные физические и психологические травмы. Именно в этот момент Алла Борисовна и протянула время, с опозданием обратилась к кипрским и израильским медикам, что и стало главной причиной трагедии. Елизавета Галкина оказалась вначале в реанимации, а потом впала в коматозное состояние в связи с тем, что израильские медики заявили, что Елизавета Галкина безнадежна. Семья Аллы Пугачевой принимает решение обратиться к российским медикам и лететь на родину. В свою очередь, лучшие российские врачи также делают все возможное и выполняют сложнейшие операции для дочери Аллы Пугачевой. На какое-то время состояние Елизаветы Галкиной улучшается, однако, как показывает время, это временное явление. Через какое-то время Елизавету Галкину и Дэни Байсарова, который также находился в критическом состоянии, помещают в специальный медицинский хоспис для терминально больных людей, без права посещения родными людьми. В этот момент Алла Пугачева и Кристина Орбакайте по политическим причинам из-за санкций покидают территорию Российской Федерации, и с тяжело больными людьми остается только член комитета, известный бизнесмен и отец Дэни Байсарова Руслан Байсаров. Когда уже казалось, что дни больных сочтены, поступила срочная информация из Великобритании. Стало известно, что английский врач-академик Джонни Бэй готов сделать для Лизы Галкиной срочную операцию. Однако, как подчеркивает английский академик, эта операция может иметь только два результата – или положительный, или летальный исход. Другие варианты исключены. Официально стало известно, что буквально несколько минут назад в Великобритании, в Лондоне, приземлился специальный медицинский борт, на котором присутствовали Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, лечащие врачи и тяжело больная Елизавета Галкина. По словам врачей, Алла Борисовна всю дорогу рыдала и целовала руки дочери, просила у нее прощения за то, что не смогла ее сберечь.
Алла Борисовна Пугачева настолько эмоционально переживала происходящее событие, что по прибытии в Лондон сама была госпитализирована с гипертоническим кризом. Ну а дочь Аллы Борисовны Пугачевой, Елизавету Галкину, в срочном порядке доставили в известную медицинскую клинику под названием Чарли Дон, где через несколько дней ей проведут решающую операцию. Помимо этого стала известна очень приятная новость о сотрудниках комитета Никиты Михалкова. Буквально час назад министр обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, который долгое время находился в реанимации и в состоянии комы, стало лучше. Андрей Ремович Белоусов пришел в сознание. Как заявил глава комитета Никита Михалков, на данный момент основная цель организации – найти заказчиков преступления против дочери Евгения Пригожина и Андрея Белоусова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.